Здравствуйте, дорогие коллеги! С вами вновь школа Demetrius. Меня зовут Анна Тимир, я тренер по колористике. В этом видеоролике вы увидите одну из интерпретаций мелирования. Вы уже знаете, что благодаря техникам мелирования вы можете осуществить любую свою задумку, будь это цветное окрашивание, либо что-то натуральное, либо в мужском зале, либо в женском зале. Сегодня я покажу набор прядей, которые ученики шутливо прозвали «застрелиться», потому что пока ставлю руку, немножко непонятно. Зато на выходе получается очень быстрая скорость и очень качественный результат без четко читаемых границ. У вас не будет видна черная полоска, белая полоска, черная полоска, белая, они как бы смещаются. И непонятно, как сделан рисунок. Что для этого я приготовила? Наверняка вы обладаете многими сложными техниками, которые позволяют вам достигать идеальных блондов, прекрасных качественных результатов, но наверняка на них затрачивается очень много времени. Для того, чтобы сократить время, организуйте свою работу правильно. Очень важно организовать рабочее место, очень важно четко понимать, что вы будете делать, чтобы у вас была последовательность в голове. Поэтому обратите внимание, что я подготовила сразу на тележке. У меня стоят здесь 4 миски, но это не значит, что каждая из них разного состава. Вы же помните о том, что есть максимальное время выдержки порошка. Какое? 50 минут, правильно. Также есть самое эффективное время работы порошка. То есть после пика идет реакция на снижение. Так вот, чтобы не делать одну большую миску, где вы замешаете состав и там будет одно время выдержки, лучше постоянно наносить свежий состав, чтобы реакция была у вас везде одинаковая. Тем самым вы одновременно придете к желаемому результату. В первых 2 мисках ближе ко мне состав на 3%. В следующих мисках 3 плюс 6, чтобы получилось 4,5, то есть чуть-чуть, немножечко приподнимаю процент. Также заранее заготовлена фольга, которая лежит очень удобно, чтобы я могла сразу же достать и наносить. Разделение напоминает немного классический разбор. От наивысшей точки брови провела 2 пробора до краевой линии роста волос на затылке. У меня осталось 2 височные части, то есть затылочная, вот то, что здесь немножко остается, переходит в висок. Отдельно специально не отделяю, то есть у меня просто 2 пробора до краевой линии на затылке. Нанесение будет от лица по этому блоку до конца, до краевой линии. В техниках мелирования я люблю всегда отступать немножечко от краевой линии роста волос. Это примерно 0,5 см, возможно даже меньше. Не бойтесь это делать. Зачем это надо? Чтобы не было четких таких линий прямо от корневой линии, черная, белая. Мы сейчас это все условно называем черно-белое, чтобы вам было проще представить. Когда здесь будут светлые прядки, вот это еще сюда упадет и даст такую растушевку, визуальную растушевку цвета. Это очень красиво и плавно смотрится. Поэтому вот тоненькая, видите, она все прозрачная. Прям тут 0,5, даже меньше. Это оставляем. Набор прядей будет вот такой. Следите, чтобы у вас расческа захватывала и сверху, и снизу волосы. Говорю расческа, но сегодня я работаю кисточкой. Вы поняли, самое главное это хвостик. Состав должен быть у вас густой. Сразу же наносите кисточкой вертикально, чуть-чуть неровно. Все, заворачиваем. Очень важный нюанс. Фольга. У вас должен быть загиб наружу от себя. И фольгой вы должны перекрывать прядь не по фольге, а выше, намного выше. Уплотняйте конвертик у прикорневой зоны. При этом смотрите, у вас и здесь все закрыто, и здесь закрыто. Теперь он никуда не съедет и очень плотно держится. По такому же принципу выполняем весь блок до конца затылочной зоны. Височный блок. Продолжение того же, что вы начинали сверху.
Обратите внимание, что здесь входит часть затылочного блока, всю височную часть. Для того, чтобы вам это все прокрасить, фольгу нужно брать шире. Состав наношу таким же способом, как и на затылочной теменной зоне, очень густой, плотно, и вбиваю его. Видите, как бы не просто гладить нужно прядь, а вбивать состав, раздвигать прядки, чтобы все прокрасилось. Два виска делаем одинаково с двух сторон. Ну что, друзья, нанесение завершено. Обязательно следите, помните о визуальном контроле. Не оставляйте клиента на полчаса, на 40 минут, всегда следите. Тем более у нас, допустим, сегодня была цель сделать все одновременно, поэтому состав был 3%, потом 3 плюс 6, чтобы это было 4,5, чтобы в итоге одновременно все пришло к нужному результату. Я вам хочу показать промежуточный этап. Волосы были промыты 2 раза шампунем и нанесен бальзам. Вы видите, получается узор такой рассеянный, то есть нет четко читаемых линий. Вы не увидите штопку, как мы ее привыкли видеть, например, в метро. Также посмотрите на разделение, если бы волосы забрать. Вы видите, тоже получается плавненько-плавненько, то есть нету никаких таких вот шаблонных черно-белых полос. Тонировать я буду на влажные волосы. Вы знаете, да, что можно на сухие, либо на влажные волосы. Пишите в комментариях, как вы отличаете волосы влажные от мокрых. То есть вы должны понимать, да, что влажные волосы, они отличаются от мокрых. Чем? Как вы это узнаете? Очень интересно. Тонировать я буду на влажные волосы, потому что так цвет будет более блестящим. Он будет в сравнении с сухим способом более натуральным, ну вот самое главное, более таким живым. Тонирование на влажные волосы. Я это делаю руками, это очень удобно, и вы можете всегда контролировать процесс нанесения. Берете состав, накладываете в ладошку и сразу же кладете на прядь. При этом пальчиками сразу же распределяете и подтягиваете состав ближе к корням, но корни в основном пока не красите. Для того, чтобы был плавный переход от корней в мелирование, можно делать тонирование таким способом, и вы добьетесь вот этого плавного перехода. Нанесла состав, время выдержки 15 минут. После того, как закончилось время выдержки, наношу состав на корни, всего на 5 минут. Задача сделать их ненатуральными, то есть у вас нет задачи поднять их, нужно оставить натуральными, но при этом окрашенный волос от неокрашенного очень сильно отличается. Неокрашенные волосы, они всегда более тусклые, неживые, такие неблеклые, вот, поэтому немножко их нужно освежить. Я закончила наносить состав на корни, и ровно через мгновение вы увидите конечный результат. Ну вот и готов результат. Вспомните на секундочку, какая была Ника в начале. Если вы помните ее натуральную базу, и сравните сейчас. Особое внимание хочется уделить именно переходам и как это все смотрится вблизи. Вы видите, да, что цвет смотрится однородным, при этом он стал намного светлее, здесь прям россыпь мелких волос, нет никаких читаемых линий. Я специально вот загнула, представив, что Ника забирает хвост, чтобы вы точно видели, что нет четких границ от набранных прядей, нет никаких читаемых линий. Если вам понравилась техника идеального мелирования, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всегда с вами для вас Школа Demetrius. Пока!